Tamam, başladık. Tamam. Merhabalar. Bugün komşum Leman Hanım'dayız. Ona kabaklı börek yapacağız. Bunun için malzemelerimiz... Сейчас мы пришли к соседке и будем вместе готовить бörek с кабачком. Tamam, ne Bunun lazım? için yarım kilo un, Полкилограмма муки нам понадобится, tuz, соль, sirke, немного уксуса, bir kaşık olin. Оливковое масло, 1 ложка. Böreğimizin içi için kabak. Сам кабачок нам нужен будет для Bunu начинки. ıspanaklı, patatesli, kıymalı istediğiniz içle yapabilirsiniz. Вы можете это сделать с фаршем, со шпинатом и с картошкой даже. Peynir, Также белый сыр, maydanoz, петрушка, soğan, луковица, karabiber. черный перец и Şimdi специи. içte bizim peynirimiz tuzlu olduğu için tuz koymayacağız. Eğer sizin peyniriniz tuzsuzsa biraz tuz koyabilirsiniz. Hamurumuzu yağlamak için de И для теста непосредственно нам 100 понадобится gram tereyağı. 100 грамм 100 сливочного грамм масла и 100 грамм оливкового масла. Evet. У нас сыр, кстати, соленый, поэтому в начинку мы будем не добавлять сыр. Ой, точнее соль. Если же не соленый, то можете добавить. Окей, Evet. tamam. Şimdi önce hamurumuzu yoğuracağız. Итак, сразу начнем из теста. Bunun için 1 tatlı kaşığı tuz, 1 чайная ложка соли. 1 kaşık sirke. Sirke hamurumuzu çıtır yapar. 1 столовая ложка уксуса. Уксус добавляем для того, чтобы тесто было таким хрустящим. 1 kaşık da sıvı yağ. И 1 столовая ложка растительного масла. Tamam. Evet, şimdi hamurumuzu yoğuruyoruz suyla. И добавляем воду. Количество воды, естественно, столько, сколько нужно для теста. Сколько теста возьмет. Yarım gram unu su ne kadar acaba? Vallahi herhalde bilemeyeceğim ki. Yumuşak olacak. Yumuşak. Hı. В общем, воды добавляем до того, Şimdi bu hemen hemen 4 bardak un. Buna 2 bardak, 1,5-2 bardak kadar su. Где-то на 4 стакана муки у нас где-то уходит стакан 1,5 воды. В общем, постепенно добавляйте и замешивайте аккуратно. Yani şimdi yoğurunca kıvamını görürler. Сейчас увидите, какое тесто должно быть. Tamam, şimdi ne yapıyoruz biz? Soğanları ince ince kıyıp kabaklı böreğin içine atacağız. Biraz yağda kösürdük. İçine atacağız. Сейчас нарезаем достаточно мелко луковицу, потом ее немножко будем пассеровать, и она пойдет в начинку. Tamam. Все заняты. Herkese çalışıyorlar. Еще var. Мама замешивает тесто, а соседушка нарезает лучок. Evet, hamurumuz oldu. В волшебных руках моей Şöyle мамы bakın, şu kıvamda. тесто уже готово. Kulak memesi kıvamında. Şimdi bu en az 1 saat dinlenecek. Ne kadar çok dinlenirse açımı o kadar güzel olur. Около часа будет наше тесто ждать. Мама говорит, чем больше ждет, тем лучше открывается. В смысле, раскатывается. Tamam. Koyup yağda koyup biraz kösülteceğiz. Kösülme ne demek? Kavuracağız. Kavuracağız. Сейчас луковицу в сковородку. Нальем немножко Yağ koyacağız. Оливкового масла наливаем. И сейчас будем пассеровать. Немножко. Пираз. Soyuyoruz. Кабачок снимаем верхнюю шкуру. Sonra rendeleyeceğiz. И, İç malzemesi. и потом будем натирать на терке. Kabaklarımızı rendeliyoruz. Кабачок натираем на крупной терке,
А вот этот большой кабачок внутри обязательно достаньте. Мгм. Şimdi bu büyük kabaklarımız çekirdekli olduğu için kabağımızın sulanmaması için bunun çekirdeklerini çıkaracağız şöyle. И вот так вот с помощью ложки достанем начинку, внутренность, вот эти семечки, потому что они дают очень много жидкости. И будет, начинка будет такая достаточно водянистая, это нам не надо, поэтому мы убираем. И вытираем на крупной терке. Тем временем луковица пассируется. Можно немножко ее помешать сейчас и подождем еще. Şimdi yağımızı eritiyoruz. Итак, масло сейчас будем растапливать. Параллельно пассируется лук. Soğanımız biraz kavruluyor. Видите, он уже стал такой прозрачный, уже практически готов. Kabağımızı biraz tuzladık. Suyu Немножко добавили соли для того, чтобы выпустил sıkıp suyu çıkacak. лишнюю водичку. И сейчас эту воду будем процеживать. Ne için? Patates. Kabağın içine sulu olmaması için, suyunu çekmesi için. Сейчас натерли на крупной терке еще одну большую картошку, для того, чтобы она впитала лишнюю влагу из кабачка, если вдруг что. İyi, şimdi hamuru da yağlı olacak. Видите, луковичка уже такая. Еще подождем пускай. Kabağı karıştırıyoruz. Сейчас, когда вы убрали всю лишнюю водичку из кабачка, добавляем сюда картошку. Bu değişik bir şey değil mi? Nasıl çalışıyor? Evet, bu merdanenin içine hamurun çok sert olursa sıcak su koyuyorsun ve açılması daha rahat oluyor. Eğer hamur cıvıksa buz gibi su koyuyorsun, onunla açıyorsun. Ой, ne güzel. Şimdi Harika. çevireceğim. Вот эта вот скалка внутрь, если у вас тесто получается твердым, вы добавляете внутрь горячую воду, и тесто раскатывается очень легко и просто. И наоборот, если тесто такое жидкое, добавляете холодную ледяную воду, и получается тесто прям вот как надо. Раскатываете, и тесто становится более тверденьким. Интересно. Tamam. Şimdi hamurumuz dinlendi. Önce ikiye bölüyorum. Сразу посередине. Bunu da 7 bezeye ayıracağız. 7 14 olacak. Мгм. И каждую часть на 7 частей. У нас 14 всех. Şey olmaz değil mi? Sen elinde yapıyorum. O yerde de yaparım. Tepsiyi yağlayayım mı? Aha. İstersen şöyle. Şöyle. Hamarat kızlar desen misin? Hamur güzel Ben de- olmuş ama değil mi? Ha. Belli zaten. Bak şöyle. Çok yumuşacık. Onu bile beceremiyorum desene. Hayır hayır. Yok ya. Şöyle. Olmadı. Şöyle yaparsan yuvarlanır bak. Şu parmağınla şöyle. Şöyle. Oluyor mu? Alıyor alıyor. Olmadı kız. Oldu be. Ha, tamam. Öyle. Bizim şeyler. Şimdi tereyağımız eridi. Buna sıvı yağımızı da koyuyoruz. Итак, в растопленное сливочное масло добавляем столько же растительного масла. Все хорошенько нужно перемешать. Aynen. Bezelerimiz oldu. Şimdi tek tek açacağız. И сейчас вот так по одному будем раскатывать. İnşallah yapabilirim. Oklava da var. Oluyor mu? Şimdi sen pratiksin hamur işin. Bak, iyi hamur böyle fıslar Zehra Hanımcığım. Evet, güzel yapmışsın. Eline sağlık. Evet, şimdi
Bunu şöyle yağlayacağız. Вот так вот раскатали немножко и смазали масло. Следующую раскатываем. İkinciyi sana yaptıracağım. İkinci tepsiyi. Ona öyle bakmak yok. İyice öğrendi. Yaparım. Fıs fıs ötüyor. Güzel, iyi korkmuştum ama. Ha? Korkmuştum ama. Aynı şey ya. Korkulur mu? Ama yani çok karlıydı bu Zehra Hanım. Tabii canım. Değil 5 mi? kilosun Bir de bedava. hep hamur işi yapılıyor evlerde. Şimdi şunu biraz böyle çektireceğim. И вот так вот, видите, немножко смазали вторую и вместе немножечко их растянем. Третий слой положили, тоже так же смазали. И немножечко потихонечку растягивайте и делайте их одновременно одного размера. Соединяйте. Мы пришли, естественно, с Павликом, поэтому ему там включают сейчас мультики. Будут лишние звуки, так как в гостях. İnşallah güzel olur. Bir de olmaz. Olur o anne, nasıl olmaz? Bu kadar güzel hamur oldu. Тесто получилось на самом деле очень классное, такое нежное, мягкое, прям вот. И böyle yapıyoruz bütünler, değil mi? Hepsi parça parça. Bir yani 7 tane şöyle, sonra Yani ayrı. 7 daha. Мгм. То есть 7 штук вот так делаем и отдельно точно так же делаем остальную часть, остальные 7, потому что это будет 7 штук верхний, потом будет начинка и 7 штук, точнее нижний и 7 штук верхний. Надеюсь, что понятно объясняю, если что увидите в любом случае. 7'li oldu. Мгм. Вот это первая нижняя часть, верхнюю, естественно. А ну да yapıyoruz. Yağlı. Bana neyse. И ее тоже смазываем. Мне что-то показалось, что ее мы не будем смазывать. А, ну да, там же... А, здорово. Tamam bu dinlensin. Şimdi öbür grubu yapacağız. Здесь 7 частей. Оставим, пускай они отдыхают, пускай они лежат. А тем временем займемся вот этими 7 частями. И будем их отдельно ложить. И приступаем к следующей. Итак, двойная работа. Смазываем, раскатываем и снимаем. Две красотки. Çalışan görmez. Evet, hamurlarımız 2 grup oldu. Şimdi bu bir tanesini alıyorum ilk yaptığımı. Böyle elimle çeke çeke açıyorum. Так вот, уже видите, готово все тесто. Первая часть, которую в самом начале раскатали. Bunu tepsi büyüklüğünde açacağım. Bakın çok güzel açılıyor. Вот оно подождало, полежало, и оно, видите, как раскрывается без проблем. Делаем это Yani hep размер... kenarlarından çekin ki kenarları kalın kalmasın. Мгм. И старайтесь сделать так, чтобы вот эти края не были толстыми. То есть тяните так, чтобы растягивалось все. Baklavacılar. Evet. Böyle. Ох. Делаем размер, какой у нас размер Tepsimizi yağlıyoruz. противня. Также Yeter. Zaten hamurda yağlı. добавляем растительное масло. Вот так хорошенько все смазываем. И сейчас будем выкладывать. Senin tepsin küçükmüş. Ya fırına göre. Senin büyük mü? Benim sanki biraz daha büyük gibi değil Bence. mi? Мгм. Büyük.
Şimdi bunu tepsimize koyacağız. Bayağı bir şey. Tepsim küçük senin. У нас противень, духовка немножко больше, поэтому мама делала с расчетом как на нашу, а у соседки немножко поменьше. Но ничего. Çekiveriyorum onu. Keşke 8-9 beze yapsaydık. Neden? İnce mi? Hayır büyük geldi. Tepsiye. Şöyle yaparsak bir şey olmaz. İşte ben bunun için yuvarlak fırını seviyorum. Ama öyle yapınca da kalın olur oralar. Yapacak bir şey yok. Şöyle yapsak olmaz. Немножко Bir придется kat da загрузить. fazla oluverir buraları. Değil mi? Hı hı. Öyle olur. Şurası da bakayım ince. O şey olur. İyi olur. Şimdi tamam. И сейчас следующую часть тоже будем раскрывать. Çok güzel yaptın. Bunu isterseniz merdaneyle de açabilirsiniz. Если хотите, в принципе, можете даже с помощью скалки это все раскатывать. Но оно достаточно легко и руками, вот так вот, руками контролируйте толщину, чтобы везде было одинаково. И вот так вот даже подтягивать, растягивать проще. Ну, в общем, попробуйте и так, как вам будет удобнее. İstersen öbür günü kol böreği gibi yapalım. Olur. Kabak rendeledik, karıştırdık. Maydanoz. Итак, видите, целую, сколько здесь, 2 или 3 пучка петрушки добавляем к кабачку и к картошке. Также добавляем сюда белый сыр. Это может быть также и творог, солененький творог. Также луковицу сюда пассерованную. Yapmadık değil mi? Hayır. Karabiberimizi koyuyoruz. Добавляем черный перец. Ну, добавляйте по вкусу. Azıcık, çok değil. Acı biber. И также добавим сюда остренький красненький перец, потому что с кабачком вот бюрек вот любит вот остренький перчик и все. Karıştır. Так, и все хорошенечко перемешиваем. Лучше это все перемешивать руками. Готовим для себя, для своей семьи, поэтому можно без перчаток. Все тщательно перемешаем. Выкладываем начинку. Hop. Bak bu iyi oldu değil mi? И накрываем. Вот так вот уголки Şey а, yapmışsın. немножко соединяем. Evet. Böreğimiz hazır. Включили духовку. Kaç derece? 200. Normal herkes fırınına göre üstüne yağ sürüyoruz. Немножко еще также смажем сверху маслом. Allah'ım yüzümü kara çıkartma. Ama çıksa ne olacak? Çıtır çıtır otur ye. Çayı demle. Şimdi böreğimizi şey olarak keseceğiz. Ki çok kabarıp da yani tamamen ortadan kesiyorum. И вот так посередине. Tamam. Şimdi yıllık oldu. Isıtılmış fırında
Kızarana kadar pişiriyoruz. И сейчас в разогретую духовку до золотистой корочки. И вот, друзья, посмотрите, какая прелесть. Послушайте. Невероятная красота, вкуснота. Пахнет обалденно вкусно. Такое хрустящее все, поэтому обязательно приготовьте. Готовить на самом деле просто. Может быть, выглядит немножко сложно, но не так сложно. Послушайте. Слышите этот хруст? Линза салок. Так что обязательно приготовить, не пожалеете. На этом я заканчиваю. Приятного аппетита, будьте здоровы и счастливы. Пока-пока. Итак, смотрите, какое слоеное тесто получилось. Внутри супер сочная начинка. На самом деле к чаю. Это даже может быть на завтрак. Очень вкусно. Обязательно попробуйте.